Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики канала Чуча ТВ. Сегодня у нас на обзоре одна из самых перспективных материнских плат 2021 года от совместной компании Fly & Mellow. Ребята постарались и сделали действительно уникальный продукт. Плата называется RF-E3. Как уже поняли из названия, она реализована на очень популярной прошивке Reprap Firmware. Так что, друзья, в сегодняшнем видео мы разберем все функции данной материнской платы, а также покажу вам инструкцию по установке прошивки Reprap Firmware. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как вы помните, в прошлом видео я делал обзор вот какой-то интересной материнской платы от компании Fly. Называется Fly Mini. В работе данная плата показала себя очень хорошо, но у многих зрителей возникло замечание по поводу креплений. Ведь для того, чтобы установить вот такую вот плату в Ender 3, нам нужно печатать отдельный корпус, что не совсем удобно. Поэтому по моей просьбе компания Fly разработала новую плату, о которой мы сегодня делаем обзор. Особенность данной платы заключается в том, что крепежные отверстия у нее полностью аналогичны Ender 3. Но на этом ее особенности не заканчиваются, потому что она имеет огромное количество преимуществ, в отличие от стандартной эндеровской или других подобных плат. Перед вами 32-битная материнская плата, собрана на микроконтроллере STM32F407. Такой же микроконтроллер используют некоторые известные бренды в своих Pro-версиях. То есть очень шустрый и надежный микроконтроллер. На плате присутствуют 4 слота под съемные драйвера. И это немаловажно. Я проводил опрос среди зрителей, и многие как раз захотели видеть плату со съемными драйверами. Это удобно, ведь можно заменить на любой из драйверов. Поставить 4988, 2225, 2208 или, например, же 2209, на которых я рекомендую остановиться. Ну и также не стоит забывать, что данная плата поддерживает UART, а значит можно управлять токами и другими настройками через меню принтера. Помимо съемных драйверов, здесь у нас присутствует дополнительный слот под шаговый двигатель, чтобы можно было поставить вторую ось Z. Например, для Ender 3 это очень важный момент, особенно если вы будете использовать Direct Extruder. Есть также слот под SD-карту, USB-порт, как у Ender 3, вывод для подключения мкостного экрана от компании Fly, или же стандартный вывод для подключения заводского экрана 12864. Выводы под датчик PT100, датчик BealTouch, подключение хат-энда, стола и концевиков. Разъем под вентилятор, а также два разъема под вентиляторы с шим-контролем. То есть можно менять обороты программно через веб-интерфейс. На плате также присутствуют два MOSFET на 50 вольт и 60 ампер. Выводы под хат-энд, стол и запасной вывод на 24 вольта. И основной разъем питания 24 вольта. С обратной стороны мы видим также расширительный разъем, который можно использовать как на том же дуэте. Но самым главным бонусом этой платы является встроенный Wi-Fi модуль 8266. Здесь у нас благодаря выносной антенне мы получаем стабильный четкий сигнал Wi-Fi. И благодаря такому решению можно качественно реализовать веб-интерфейс через прошивку Reprap Firmware. При этом хочу отметить, что данный модуль может разгоняться до 500 кбит в секунду. И это же, конечно же, заслуга совместной компании Fly & Mellow. Многие из вас спросят, какие же драйвера я посоветовал использовать для этой материнской платы. Конечно, можно использовать и 2225, и 2208. Но все-таки я рекомендую использовать новые драйвера от компании Fly TMC2209 со встроенным UART. Помимо прочих достоинств, данные драйвера работают очень тихо, поддерживают функцию Linear Advance, но самое главное, они имеют возможность работать без концевиков. И в отличие от конкурентов, компания Fly продумала этот момент. Здесь не нужно больше откусывать или загибать контакт, достаточно просто использовать переключатель, который они здесь реализовали. И это мега удобно и правильно. Я уже пробовал их в работе на двух платах от Fly. Это Fly Mini и Fly CDI. И результатом остался очень доволен. Плату Fly RF мы будем сегодня подключать в режиме UART. Но вы можете подключить и в обычном режиме, или SPI, если захотите. И для этого вам понадобятся клеммы, которые также шли в комплекте с платой. То есть мы клеммами замыкаем два нижних контакта. Это и будет подключение по UART. Еще очень важный момент. Если вы не планируете использовать вторую ось Z, тогда разъем нам нужно отключить. Для этого также используем клеммы. Просто замыкаем по два контакта. В данном варианте подключения я буду использовать концевики. Поэтому на драйвере флажок у нас отключен. Устанавливаем драйвера вот таким вот образом. На драйверах можно проставить напряжение вручную. Но также можно это сделать и через веб-интерфейс, так как работает у нас функция UART. Так как материнская плата заточена под Reprap прошивку через Wi-Fi модуль, естественно, через интерфейс в онлайне мы можем управлять этой материнской платой как угодно. Настраивать ее, настраивать саму печать, во время печати менять какие-то параметры. И это мега удобно. А значит, мы полностью избавляемся от необходимости покупать дополнительный экран. И тем самым существенно экономим деньги. Но так как у меня уже есть экран 4,3 дюйма от Fly,
Я покажу им, как его сегодня установить и подключить. Подключаем экран в специальный разъем. Далее переходим к настройкам самой платы. И здесь нам не понадобится никакая среда Atom или Visual Code. Достаточно просто зайти по специальной ссылочке, которую скину под видео в описании. И здесь мы видим уже готовый пресет под Creality Ender 3. Выбираем его. Если у вас другая машина, пожалуйста, выберите кастомный. Далее набираем Next. В меню Board выбираем ту доску, которую мы будем использовать. Это Fly E3. Выбираем последнюю стабильную версию. Указываем название нашего принтера. Можно написать Чуча ТВ. Указываем кинематику. В данном случае у нас Cartesian. Здесь все размеры Ender 3 уже полностью прописаны. Ну, разве что здесь можно поставить 255. Если вы не особо знаете английский язык, можете перейти в браузер Opera по этой же ссылочке. И вам сразу же предложат перевести на русский язык. Выбираем. И вот, пожалуйста, все на русском. Но помните, что при использовании такого перевода некоторые значения могут не показываться. Где-то ужиматься, уменьшаться и так далее. Здесь мы видим настройки калибровки, которые в данный момент использовать не будем. В нашем случае мы используем концевики, поэтому здесь указываем X-Stop, Y-Stop, Z-Stop. Настройки стола и хатенда здесь установлены правильно. Так же, как и настройки самих вентиляторов. При необходимости можно их инвертировать. Если вы хотите использовать BealTouch, то именно здесь указывайте настройки и подключайте к серво. А в этом меню можно подробно настроить параметры нашего принтера. Выставить нужные нам драйвера. Здесь я выбираю TMC2209. Количество микрошагов 16 по умолчанию. Но вы можете поставить сколько вам угодно. Допустим 64. Естественно, для такого микрошага 80 шагов это неправильное значение. Нажимаем. И вот здесь, пожалуйста, обратите внимание, здесь у нас отличный калькулятор, который позволит вам все просчитать. Выбираем угол поворота мотора 1,8, ремень или же T8 винт, в данном случае это ремень по оси X. Также выбираем пресет GT2 ремень. Шаг мотора на ремне у нас составляет GT2, это 2 мм. Все правильно. И количество зубьев на шкиву 20. Итого мы получаем 320 шагов. Это правильное значение для 64 микрошагов. Нажимаем Set. И вот, пожалуйста, у нас заменилось. Очень удобно. Точно так же поступаем с остальными осями. Автоматически пересчитываем 320. Теперь переходим к оси Z. Обратите внимание, здесь в калькуляторе немножко неправильные значения прописаны. Во-первых, у нас установлен не М5 винт, а М8. Это его диаметр. Лид у нас составляет 8 мм. То есть за один оборот винт поднимает нашу ось Z на 8 мм. И тогда правильное значение должно быть 400. Как у нас указано по умолчанию. Вот это правильное значение. Но давайте поставим, допустим, 64 микрошага. И калькулятор у нас полностью автоматически пересчитает. 1600 шагов нам нужно установить. А теперь очень важный момент по настройке экструдера. При микрошагах 1 к 16 на обычном МК8 фидере у нас должно быть 93 шага. Но так как я использую BMG фидер, то естественно у меня шагов будет в 4 раза больше. Ведь передаточное отношение идет 1 к 4. Ну и плюс там другие немножко шестеренки используются. Поэтому здесь мы записываем в калькуляторе 10 мм диаметр. Передаточное отношение 1 к 4 это для BMG фидера. Здесь мы указываем, допустим, единица и здесь единица. И получаем 407,44. Это, по идее, должно правильно быть значение шагов для BMG фидера. Но в процессе точной калибровки это значение может измениться. Потому что у вас, например, будет какая-то погрешность. И для этого я сделал собственный калькулятор. Здесь мы указываем количество шагов в прошивке, которая стоит по умолчанию. Сколько нужно выдавить пластика и сколько мы по факту выдавили. И вот калькулятор нам говорит, что для того, чтобы мы получали максимально точные значения, нам нужно изменить шаги в прошивке с 407 на 410. И тогда мы будем получать идеально точный результат. То же самое мы можем получить и в этом калькуляторе. Здесь мы указываем 280, а здесь мы ставим 278. И вот, пожалуйста, 410 шагов. То есть данный калькулятор может даже так просчитывать нам точно шаги. Это очень удобно. На экструдере мы также можем поставить дробление 64. И теперь наш калькулятор автоматически пересчитает все. Нажимаем Set. С микрошагами мы закончили, переходим к следующим настройкам. Max Speed. Это по сути джерки наши. Давайте поставим для Ender 3 10 мм в секунду. Оставляем единицу. И по экструдеру можно поставить даже чуть меньше. Где-то порядка 5. Следующий параметр это ограничение максимальной скорости. Оставляем по умолчанию. Далее идут ускорения. Можно изменить их, например, на 700. По всем осям. И последний параметр мы по UART настраиваем ток наших драйверов. По умолчанию здесь стоит 1200, но это много.
Давайте поставим 800. При этом на экструдере можно поставить даже 500, потому что у нас используется короткий мотор, более слабый. Внизу у нас есть параметр тока удержания, а также более точные его настройки. Переходим в следующую закладку. При использовании концевиков, как в нашем случае, мы выбираем параметр Switch, а также в данной строке указываем отсутствие BL Touch. Next. Есть также метод выбора контроля PID или Band для нашего стола. Но здесь настройки для PID очень точные, поэтому нет смысла переходить на Band. Оставляем так, как есть. Нажимаем Next. Также здесь есть хорошее меню настройки вентиляторов. Первый вентилятор обдува детали, он программируется слайсером, поэтому мы его не меняем и отключаем термостатический контроль. Для второго вентилятора, это вентилятор обдува Hotend, его можем запрограммировать термостатическим контролем, нажимаем Yes, и тогда он будет включаться только при достижении температуры 45 градусов или, допустим, 50 градусов. Тем самым мы уменьшаем шум работы принтера, ну и немножко экономим энергию. А вот и возможность, друзья, добавить еще один экструдер, если он реализован на плате. Точные настройки калибровки стола, мы их не используем, поэтому движемся дальше. И очень важный момент по установке экрана. Если вы используете 12864, ставим галочку здесь. Но в данном случае я буду использовать экран от Fly 4,3 дюйма. Здесь сразу прописываются настройки для него. Нажимаем Next. И, конечно же, настройки Wi-Fi модуля. У нас используется Wi-Fi ESP8266. Здесь мы можем прописать свой логин и пароль. Внизу прописаны все нужные настройки для этого модуля, так что вам ничего не нужно настраивать больше. Обязательно установите галочки «Получить последнюю стабильную версию Duet Web Control» и последнюю стабильную версию RepRap прошивки. Внизу при желании можем добавить настройки в конфигурационный файл. Но нам это не нужно, поэтому нажимаем Finish. Теперь нам остается только скачать наши настройки. Download Configuration. Далее переходим по ссылочке на GitHub, которую также укажу в конце видео. Компания FlyMaker позаботилась о том, чтобы у нас был весь доступный инструмент. Здесь мы скачиваем архив. Download Zip. В скачанной папочке есть подробная инструкция. Заходим в нижнюю папку RF English. Здесь очень подробно расписано, как дальше подключить нашу прошивку. Также указаны ссылочки, необходимые для скачивания. В первой же папке у нас есть уже готовые настройки для Endra 3. Давайте их извлечем в текущую папку. И вот здесь мы видим как раз нашу папочку с настройками. Выбираем наш конфиг, который мы настроили с вами вместе и скачали. Видите, такая же папка с таким же названием. Переносим в общую папку с заменой. И теперь забрасываем всю нашу прошивку, естественно без архива, на SD-карту. При этом выбирайте карту такую, чтобы было хотя бы там 6-8 гигабайт. Вставляем SD-карту в материнскую плату, включаем питание, перепрошиваемся и потом с помощью провода подключаемся к компьютеру. Если перейти на соседнюю вкладку на нашем экране, мы видим, как мониторится температура, несмотря на то, что у нас термодатчик отсутствует. Это хороший признак того, что идет связь между экраном и материнской платой. Если у вас нет такой связи, на экране не мониторится температура, значит есть проблемы с прошивкой экрана. Ее нужно обновить. И для этого вам нужно зайти на сайт GitHub по следующей ссылке, где вы можете скачать для своего экрана нужную прошивку. Если у вас 4,3 дюйма, как у меня, то качаем здесь. Если же 7 дюймов, качайте здесь. Забрасывайте на SD-карту, вставляйте в экран, включаете, и он автоматически перепрошьется. После этого, естественно, будет у вас работать связь с материнской платой. Согласно инструкции от Fly, нам нужно будет скачать дополнительную программу единожды. Она называется ProInterface. Хотя она немножко иногда глючная, но в принципе у меня работает нормально. Заходим по выше указанной ссылке, выбираем соответствующую вашей системе конфигурацию, качаем и устанавливаем. Запускаем ProInterface. В диспетчере устройств проверяем, к какому порту подключена наша материнская плата, COM5. Здесь также выбираем COM5, 115-200 скорость оставляем, нажимаем Connect. И обратите внимание, у нас появилось значение Printer is now online, то есть сейчас он подключен. Мониторится, видите, температура в онлайне, хотя она неправильная, потому что термодатчик не подключен, но самое главное, она мониторится. Далее, согласно нашей инструкции, нужно указать команду M997S1. Просто вбиваем ее внизу и отправляем. Ожидаем окончания загрузки и получаем надпись Wi-Fi модуль Started. Далее по инструкции переводим в режим ожидания командой M552S0. Также ее вбиваем. Теперь очень важный момент, нужно внести свой логин и пароль. Если вы используете строчные буквы в вашем пароле,
то обязательно нужно поставить вот такие вот апострофы между каждой буквой, чтобы подключение произошло максимально правильно. В моем случае логин у меня заглавной буквы Max, а пароль просто цифры. Поэтому здесь вообще никаких проблем с подключением не будет. А чтобы окончательно подключиться к сети, нужно ввести последнюю команду M552S1. Если вы все сделали правильно, у вас появится IP-адрес, к которому и нужно подключиться. Еще очень важный момент. Если у вас возникли проблемы с подключением, попробуйте следующие комбинации. То есть поочередно их вводите. Ну, естественно, здесь укажите свой логин и пароль. Копируем наш IP-адрес и просто вводим в строку браузера. Нажимай Enter. И вот, пожалуйста, мы подключились к нашей материнской плате. И после этого этапа протерфейс нам больше не нужен. После успешной перепрошивки нам остается только установить нашу плату в 3D принтер. Еще раз напомню, что плата E3 полностью взаимозаменяема с Creality. Не только по крепежным отверстиям, но и по всем остальным контактам. Так что подключить ее будет совершенно несложно даже новичку. При этом хочу обратить ваше внимание на Wi-Fi модуль, который очень хорошо работает, очень мощный. Ведь другие Wi-Fi модули у меня на балконе просто не ловят, а с этим проблем никаких нет. А нам остается только проверить работоспособность принтера и рассмотреть более детально новый интерфейс. И вот перед нами, друзья, веб-интерфейс нашего принтера. Обратите внимание, сверху указано имя, которое мы прописали. Огромное количество функций. Не бойтесь, здесь ничего сложного в принципе нет. Постараемся вкратце пробежаться по ним. Но я прекрасно понимаю, что не все хорошо дружат с английским языком, как и я, например. То это не проблема, потому что здесь можно выбрать русский язык. Здесь у нас идет мониторинг передвижений. Мониторинг температур, именно хот-энда и стола. Также есть график температур, что очень удобно и наглядно. При желании можно сбросить на заводские установки. Также при желании можно подключить камеру и снимать таймлапсы. Это что касается основных настроек. Далее переходим на устройство. Здесь добавились еще и температурные режимы. Настройка пресетов, которые мы хотим, чтобы были на хот-энде, на столе или в термокамере, если у нас она активная. В панели управления заходим в инструменты. И вот здесь как раз те инструменты, которые нам очень будут полезны. Это перемещение. Если вам нужно вывести в Home, пожалуйста, нажимаем и полностью выводим в Home все оси. Можно каждую ось по отдельности. Или, например, сделать перемещение на определенное расстояние. При этом каждый пресет можно настроить индивидуально. То есть у нас идет разбег от 5 соток до 25 мм, что, конечно, много. Мне столько не нужно. Нажимаем правой клавишей и вводим, например, 0,1. А следующее значение поставим, например, 1 мм. Теперь при нажатии на Z1 у нас будет перемещение по оси Z на 1 мм. Ниже мы можем настроить экструзию нашего филамента. Но если мы захотим откалибровать более точно фидер. Хотя это можно сделать и G-код командами. Переходим в закладку «Консоль». Здесь у нас показываются все ошибки и успешные подключения. Допустим, я только что пытался опустить ось Z на 5 мм, но так как принтер не выведен по осям X в Home, естественно, он этого не смог сделать. И веб-интерфейс нам об этом сообщает. Это очень круто, это очень удобно, когда вот так вот все интуитивно, понятно, и все тебе разжевывается. Каждая функция, каждый момент. Карта высот, конечно, нам сейчас не нужна, потому что у нас, по сути, нет биотача. Но когда мы его поставим, мы сможем это контролировать. Переходим в текущее задание. Статус. То есть, когда мы запустим на печать, естественно, здесь мы сможем мониторить, как проходит наша печать. Здесь мы можем настроить Z-offset, правильно настроить первый слой, время печати увидеть, контролировать скорость, контролировать подачу, контролировать охлаждение. Видите, охлаждение у нас не работает, поэтому мы его сейчас добавим. Вот так. В менеджере файла мы видим следующие закладки. G-код команды. Именно тот файл, который мы хотим распечатать. Давайте загрузим G-код. При этом помимо названия мы видим размер модели, дату, высоту его, количество филамента, который будет использоваться, и время печати. То есть данный файл загрузился на SD-карту, которая установлена в нашей материнской плате. Следующая закладка — это макросы. Если вам нужно добавить какие-то макросы, можете их сюда загрузить. Далее филамент. То есть вы здесь можете прописать конфигурацию вашего филамента. Следующая закладка — система. Это, наверное, самая главная закладка, потому что здесь находятся все параметры нашей прошивки. Именно в файле config.g. Открываем его. И в отличие от прошивки Marlin или подобных прошивок, здесь можно в онлайне все изменять. Вот, к примеру, M92. Здесь указаны шаги наших шаговиков, которые мы с вами пересчитывали.
с микрошагом 1 к 64. Это джерки, но они здесь просчитаны в миллиметрах в минуту. Нам нужно просто разделить на 60, чтобы получить миллиметры в секунду. Ускорение и ток в миллиамперах. Настройки минимум, максимум, самой области печати, термисторы, к которым мы сейчас еще вернемся. То есть, изменяя данные параметры, мы по сути правим прошивку в онлайне. И нам, естественно, не нужно перепрошиваться по новой. Это очень удобно. Экономит огромное количество времени. Перед тем, как запустить на печать, рекомендую откалибровать хот-энд. Для этого вводим команду M303 H1 S230 и отправить. После того, как произошло 3 этапа калибровки, у нас появилась вот такая вот строка со значениями PID. Мы можем ее скопировать, заходим в систему, далее конфиг, здесь опускаемся M307 H1. Берем и заменяем. С правой стороны нажимаем Save. Нам предлагают сделать рестарт контроллера. Да, теперь проводим такую же операцию, только с нашим столом. Вводим команду M303H0 S60, где 60 это температура. Калибровка стола может занять около часа. После этого у вас появится сообщение с ошибкой. Не бойтесь, здесь все очень просто. Берем, копируем эту строку. То же самое, как делали с хот-эндом. Config G. Опускаемся в наши нагреватели. M307H0B1S1. Вставляем скопированную ячеечку. Далее нажимаем Save. Вы хотите перезапустить контроллер? Да. Ну а теперь, друзья, давайте вкратце поговорим о преимуществах такой системы веб-контроля. Заключается она как раз в том, что мы можем управлять нашим принтером в онлайн. Без использования экрана. Не нужно бегать каждый раз в принтер, вставлять SD-карту. Загрузил все через интерфейс и печатаешь. Вообще никаких проблем. Давайте выведем наш принтер в Home. Просто нажимаем кнопку. При этом мы можем использовать, например, помимо веб-браузера компьютера, веб-браузер планшета, телефона. Я это пробовал. Кстати, на телефоне тоже отлично все управляется, без каких-либо проблем. Можно выводить в нули, перемещать, вводить какие-то команды, менять настройки. Все то же самое, что мы делаем на самом компьютере. И это мега удобно. Ну и к тому же Wi-Fi сеть на нашей материнской плате работает просто отлично. И достигает скорости 500 килобит в секунду, что является очень высоким показателем и дает стабильность в работе. Давайте изменим, например, на 150 и отправим в Z на 150 мм вверх. Видим, что происходит перемещение. Можем по X также отправить на 50 в плюс. Как видите, друзья, управлять принтером через веб-интерфейс очень легко и просто. А теперь давайте запустим на печать. Заходим в G-Code команду. Выбираем нашу девушку, вот такую, которую мы с вами скомпилировали и сделали в режиме вазы. Нажимаем «Да». Видите, появилась команда M32 о том, что идет запуск печати G-кода. Также обратите внимание на параметры хот-энда и стола. Температуры начали возрастать. Также мы здесь можем сделать умную паузу. Во время паузы мы можем сделать откат филамента, то есть заменить его. Ну и, конечно же, контролировать скорость, охлаждение и другие параметры. И единожды попробовав такой интерфейс, вы полностью откажетесь от использования других прошивок, таких как Marlin, Clipper или стандартных заводских. Потому что здесь намного все удобнее, намного проще и легче. И вот, пожалуйста, заканчивается печать в режиме вазы, фигуры красивой девушки в режиме вазы. Скорость 40 мм в секунду, пластик пэтч. Мне кажется, что претензий однозначно быть не может. Напечаталось просто отлично. Плата RF-E3 с драйверами TMC2209 от Fly отработали по полной. Как и сама прошивка Reprap Firmware. Придраться особо не к чему. И напоследок давайте я вам покажу, как удобно работать через мобильный интерфейс. Заходим в Android, в первый же попавшийся браузер, вводим 192.168.0.104 и подключаемся. И вот, друзья, пожалуйста, веб-интерфейс на Android работает просто отлично. Можем нажать, например, Home. Сразу пошли все оси в Home. И это, друзья, мега круто, когда ты можешь с любого устройства практически зайти на свой принтер, отредактировать любые значения, откалибровать и так далее. Тебе даже не нужен особо-то и компьютер. Ну что, друзья, давайте подведем итог.
Компания Flying Mellow действительно поработали на славу и создали просто уникальный продукт. За такие небольшие деньги мы получаем очень быстрый и шустрый микроконтроллер. Надежный и быстрый Wi-Fi модуль, который обеспечит полноценную работу с веб-интерфейсом. А значит, мы можем использовать по полной программе прошивку и репрап firmware. Ведь у вас в онлайне есть полный доступ к вашему принтеру. Вам не нужен дополнительный экран. Вам не нужен даже по сути компьютер. Все функции вы можете получить через любой девайс, у которого есть веб-браузер. Просто подключаемся к веб-интерфейсу и пользуемся и наслаждаемся 3D-печатью. Поэтому те ребята, которые купят плату RF-E3, не пожалеют, так как она стоит своих денег. Поэтому, друзья, поспешите с покупкой. До завтрашнего числа действует еще скидка на эту замечательную плату, а также на драйвера TMC2209, если вы будете брать это все в комплексе. Надеюсь, это видео вам оказалось полезно и интересно. Не забудьте подписаться на канал, поставить жирный лайк. Я старался для вас. До новых встреч. Пока.